Повелитель демонов пытался насмехаться над героем, утверждая, что если он потерпит неудачу, наступит конец света. Герой схватил небольшой камень и подумал, что это все, что у него осталось. Повелитель демонов высвободил всю свою силу и швырнул в героя огромный валун. Но герой отразил удар, используя свой маленький камешек, чтобы уничтожить его. Герой устал от маленьких игр и хотел покончить со всем этим. Повелитель демонов согласился, и они направили свои мечи друг на друга. Используя свои самые мощные способности, эти двое вступили в последнюю схватку. После нескольких столкновений оба были измотаны до такой степени, что волосы героя поседели. Движимые своими желаниями, они медленно двинулись вперед и ударили друг друга ножом. Они упали в обморок, но герой почувствовал облегчение от того, что все закончилось. Перенесемся в будущее, и мы увидим маленького мальчика, счастливого поступлением в школу. Он замечает, что ученики здороваются друг с другом и спрашивает, так ли поступают друзья. Он чувствует облегчение, потому что именно так и должны поступать нормальные люди. Этот мальчик никто иной, как Блейд, герой, который победил короля демонов. Он прыгает от счастья, упоминая, что с этого момента у него появятся друзья, и он будет жить как нормальный человек. Блейд радостно шел по коридору, говоря себе, что пришло время завести друзей. Он здоровается с каждым случайным прохожим и замечает, что некоторые студенты говорят о том, что он выглядит как переведенный студент. Он замечает это и представляется, и узнает, что его зовут Касим, Клей, Джессика и Клэр. Он говорит, что пришел сюда, чтобы завести друзей, и все четверо соглашаются. Блейд рад, что у него теперь есть 4 друга, но теперь он хочет, чтобы их было 100. Клэр говорит ему, что для этого нужно подружиться со всеми учениками. Внезапно к ним подходит девушка и спрашивает, почему Блейд устроил переполох. Она говорит, что они все учатся в Академии Роузвуд, где готовят героев, поэтому должны соблюдать правила и порядок. Группа рассказывает, что это Эрнест Флейминг, самая сильная ученица в школе, которую называют императрицей. Но Блейд просто представляется с широкой улыбкой. Эрнесту все равно. Клэр пытается объяснить, что Блейд только что перевелся. Но Эрнесту все равно, он говорит, что в эту школу принимают только тех, кто хочет стать героем. И они не должны принимать Блейда. Но Блейд все портит, когда говорит, что ему все равно, станет он героем или нет. Он здесь только для того, чтобы завести друзей. Эрнест злится, потому что не хочет никого защищать. Но Блейду все равно, и он просит отвезти его к директору. Она показывает ему дорогу и стучит в дверь. Директор говорит им войти, и когда Эрнест видит его лицо, она почтительно кланяется. Блейду все равно, и он разговаривает с директором в непринужденной манере. Эрнест хватает его за ногу и называет идиотом. Она спрашивает, знает ли он, кто такой директор, и Блейд отвечает, что знает. Затем она умоляет директора простить нового ученика, потому что он не знает, что директор король. Король смеется и говорит, что слышал об Эрнесте от предыдущего директора, и теперь он новый директор школы. Эрнест начинает льстить королю, как и положено верному подданному, но она почти никогда не перестает выслуживаться перед ним. К счастью, король говорит ей, что этого достаточно, и что ей пора уйти, потому что ему нужно поговорить с Блейдом наедине. Она уходит и злится, потому что Блейд обращается с королем как с обычным другом. Блейд обвиняет короля. Он разозлился на него из-за всей этой ситуации. Он спрашивает короля, что тот здесь делает. Король отвечает, что Блейд потерял свои силы после битвы с повелителем демонов. И он хочет, чтобы Блейд вернул свои силы героя. Блейд раздражен, потому что хочет быть обычным человеком. Но король игнорирует его, называя эту школу реабилитационным центром для Блейда. Король продолжает игнорировать Блейда и объясняет, что изменит школьную программу. Он хочет, чтобы здесь учились великие герои, такие как Блейд. Мальчик пытается отмахнуться от этого, потому что король демонов мертв. Король упоминает отчет о последней битве Блейда с королем демонов, в результате которой оба потеряли свои силы. Но он верит, что есть способ вернуть силы Блейду. Блейд все еще раздражен, потому что король всегда так себя вел, но решает не обращать на это внимания. Блейд возвращается в класс, где все занимаются своими делами. Он замечает Эрнесты и пытается заговорить с ней. Она спрашивает, что он делает в классе F. Блейд объясняет, что он сдал экзамен для классов F, но ему сказали прийти сюда. Она думает, что он кого-то подкупил, чтобы попасть в эту школу и в класс F. Она говорит, что это не та школа, куда можно попасть, если ты не стараешься, и утверждает, что он жульничал. Блейд говорит, что он настроен серьезно и хочет завести 100 друзей. Он подходит к каждому и говорит, что хочет с ними подружиться. Эрнест раздражается, но потом гладит его по голове. Блейд смущается и пытается напасть на него с мечом, но Блейд быстро уворачивается от удара.
Другая ученица по имени Софи прерывает их и говорит, что преподаватель велел им собраться. Блейд дважды представляется ей, но она его игнорирует. Эрнест объясняет, что происходит, и девушка представляется как Софи. Блейд пожимает ей руку. Но тут Эрнест зовет преподавателя. Она говорит, что хочет проверить способности Блейда. Учительница пытается остановить их, но сдается, когда ее запугивают. Она достает зачарованные металлические доспехи и говорит, что любой ученик С-класса может легко их разрезать. Она говорит, что он должен это сделать, чтобы доказать свою силу, иначе ему придется покинуть Академию. Она пытается объяснить, что С-класс находится на другом уровне по сравнению с остальными. Но Блейд спрашивает, о каком уровне идет речь. Она отвечает, что есть как минимум 3 уровня выше остальных. Блейд слегка впечатлен и решает использовать свой второй навык владения мечом. Он высвобождает свой боевой дух, поражая всех вокруг. Они замечают, что это самый редкий и сильный дух из серии драконов. Блейд накапливает силу вокруг своего меча и выпускает навык Пожиратель драконов. Это навык ветра, который не только полностью разбивает зачарованные доспехи в пыль, но и срывает одежду с Эрнеста и отбрасывает всех учеников, кроме Софи, к стене. Эрнест возвращается и спрашивает, как, черт возьми, Блейд это сделал. Оглядевшись, Блейд замечает, что произошло, и извиняется, говоря, что он обычный человек. Урок заканчивается во время обеда. Эрнест сидит одна за своим столиком. Блейд решает присоединиться к ней и зовет своих друзей, но они отказываются. Эрнест объясняет, что столик зарезервирован для нее, но Блейд все путает. Он спрашивает, не издеваются ли над ней, но она называет его идиотом и говорит, что все ее боятся. Он хочет знать почему, но она игнорирует его. Попробовав его еду, Блейд начинает есть так, будто никогда в жизни не ел. Она удивлена, потому что это просто карри. Но она извиняется за то, что сказала, что он пригласил кого-то в школу. Блейд даже не помнит эту ситуацию. Она признает, что у него есть талант, но Блейд сосредоточен на еде. С другой стороны, Блейд благодарит ее за то, что она помогла ему осуществить его мечту о друзьях. Она смущена, но он говорит, что раз они вместе едят, значит они друзья. Эрнест краснеет как помидор и говорит, что не против быть его другом. Позже ночью Эрнест возвращается в свою комнату и размышляет над его словами. Сначала она назвала его идиотом, но потом начала кататься по кровати, радуясь, что у нее появился первый друг. Внезапно ее меч задрожал, и она вспомнила свое прошлое. Когда она была маленькой, ее сразу же потянуло к мечу. Но когда она подошла, меч велел ей подчиниться ему. Эрнест послушалась и взяла меч, ее волосы из черных стали рыжими. С тех пор меч постоянно нашептывал ей слова о разрушении, порезах и ожогах. Меч повторяет эти слова, но Эрнест велит ему заткнуться. Она следующая глава своей семьи и не поддастся демоническому мечу. Ей удается успокоить меч, и она полна решимости стать сильнее. На следующий день они продолжают тренировки, но ее раздражает, что ее противник не воспринимает бой всерьез. Этот парень типичный плейбой, который не хочет, чтобы девушка пострадала. Затем он отступает, чтобы активировать силу своего копья, и клинок, который считает это удивительным, бросается вперед. Но его отбрасывает как команду ракета. Парень делает свое плейбойское лицо и признает поражение. Но вдруг Эрнест теряет контроль и собирается его убить. Она вовремя останавливает удар и вызывает следующего противника. Софи вступает в бой, и они начинают сражаться. Ей удается блокировать атаки Эрнеста кулаками и даже отбросить ее назад. Эрнест вынужден использовать огненную магию, и Софи признает поражение. Затем она вызывает клинок на бой, но он беспокоится о ее состоянии. Она говорит, что с ней все в порядке, и принимает боевую стойку. Но вдруг она роняет меч и теряет сознание, почувствовав, что меч пытается поглотить ее. Клинок успевает поймать ее и относит в лазарет. Он пытается убедить врача помочь Эрнест, как она помогла ему после победы над повелителем демонов. Но врач объясняет, что не может ничего сделать с заклинаниями и проклятиями. Затем Эрнест просыпается, не понимая, что произошло. Клинок пытается объяснить, но она пугается и пытается встать. Клинок останавливает ее и все объясняет. Эрнест хочет уйти, но врач говорит ей отдохнуть. Блейд обещает, что позаботится об Эрнест и поможет ей вернуться. Она говорит, что может идти сама, но Блейд говорит, что она может опереться на него, потому что они друзья. Но она просто просит его сохранить все в секрете и уходит. Тогда Блейд решает проникнуть в систему данных Академии, чтобы узнать о ней больше. Он узнает, что у Эрнест есть демонический меч по имени Асмодеус. Он решает поговорить с ней наедине. Она неправильно понимает его намерения, думая, что это что-то романтическое. Но он говорит, что знает секрет ее меча. Снаружи он объясняет, что меч дает ей больше силы, но поскольку у меча есть собственная воля, он не принимает ее как хозяйку. Он спрашивает, как это произошло, и она объясняет, что нашла меч, когда ей было 6 лет, и что меч пытался завладеть ее телом.
С тех пор она все еще пытается бороться с его приказами. Блейд говорит, что единственный способ остановить это – заставить меч признать ее хозяйкой. Но она боится попробовать, потому что если у нее не получится, демон захватит ее тело и убьет тысячи невинных людей. Но Блейд говорит, что все будет хорошо. Она злится, но Блейд говорит, что справится, и если понадобится, он уничтожит меч. Она решает довериться ему и начинает ритуал, чтобы заключить договор. Блейд наблюдает за ней со стороны, когда видит, что ее тело окружено пламенем. Закончив заклинание, демонический меч усиливает пламя, чтобы проверить ее. Эрнест видит себя перед демоном и приказывает ему подчиниться. Но демон не сдается и вынуждает их вступить в бой. Из пламени появляются маленькие демоны, которые хотят все уничтожить. Один из демонов пытается напасть на Блейда, но тот одним ударом его уничтожает. Наблюдая за происходящим, Эрнест понимает, что Блейд совсем справится, если у нее не получится. Она решает сделать все возможное и сражается с демоном. Они обмениваются ударами, и с помощью Блейда ей удается победить и взять меч под контроль. Блейд ловит Эрнест, когда та падает с неба, и поздравляет ее с победой. С этого момента Эрнест меняется. Она начинает здороваться с учениками с улыбкой вместо того, чтобы быть угрюмой. Все благодаря ее первому другу Блейду. День продолжается как обычно, пока не начинается урок. Блейд сражается с двумя учениками, но просто уклоняется от каждой атаки. Эрнест подходит к нему и говорит, что он должен хотя бы вытащить меч и сражаться с ними. Она также говорит, что он проявляет неуважение, потому что даже не смотрит на них во время боя. Но Блейд просто отвечает, что она выглядит иначе. Она кокетливо спрашивает, чем она отличается от него. Блейд вспоминает все моменты, когда она улыбалась и вела себя мило, и в конце концов отвечает, что не заметил. Леонард нападает на Блейда, говоря ему обратить внимание, когда девушка меняет прическу. Конечно, Блейд этого даже не заметил. Эрнест впадает в депрессию и говорит, что не хотела, чтобы он это заметил. Но она снова становится серьезной и говорит Блейду присмотреть за Софи. Он замечает, что она тренируется одна, и спрашивает у Эрнест, почему. Эрнест отвечает, что Софи всегда тренируется одна. Но обычно она выполняет все приказы. Но она никогда не делала ничего по своей воле, кроме того случая, когда назвала ему свое имя. Эрнест приказывает Блейду заняться Софи, а Леонарду работать усерднее. Блейд подходит к Софи, представляется и говорит, что Эрнест попросил его присмотреть за ее тренировкой. Софи спрашивает, это приказ. Блейд в замешательстве, потому что это не было приказом, но она сама попросила его об этом. Он просто улыбается и говорит, что хочет помочь ей. Софи смотрит на свои кулаки и говорит, что это все, что у нее есть. Блейд с любопытством спрашивает, почему она не использует оружие. Она отвечает, что ее учили только драться своим телом. Блейд обещает научить ее другим способом сражаться. Она спрашивает, это приказ. Блейд отвечает, что просто пытается помочь другу, и если она не хочет, то и не нужно. Ей становится любопытно, и она решает попробовать. Блейд готовится к тренировке с ней. Но звенит звонок, означающий, что тренировка окончена. Блейд расстроен, потому что они только начали. Эрнест отвечает, что это потому, что он флиртовал. Софи смотрит на Блейда и улыбается ему. На следующем занятии по боевой подготовке Блейд учит Софи пользоваться мечом, но она все еще не может проткнуть доспехи. Блейд говорит ей вложить боевой дух в меч, как она делает это с кулаками. Он показывает, что меч – это продолжение ее тела. Она легко понимает и с легкостью протыкает доспехи. Блейд говорит, что если она продолжит, то сможет пользоваться мечом. Он решает, что на сегодня хватит, но Софи спрашивает, сможет ли она победить Эрнеста. Блейд отвечает, что достичь уровня Эрнеста будет непросто. Внезапно Софи бросает меч обратно Блейду. Он ловит его, но Софи хватает его и бросает на пол. Она садится на него сверху, чтобы удержать, и говорит, что так будет надежнее. Блейд соглашается и говорит, что не может пошевелиться. Она отвечает, приблизив к нему лицо, что не смогла бы удержать его, если бы он мог двигаться. Блейд соглашается, и она говорит, что хочет завтра еще чему-нибудь у него научиться. Блейд обещает, что так и сделает. Но сначала он должен зайти к директору школы, если ты не помнишь, к королю. Король спрашивает, как у него дела в школе, на что Блейд отвечает, что у него появились друзья. Король чувствует облегчение, потому что Блейд стал героем, когда ему было всего 3 года. Не спрашивай меня как. В этот момент король даже считает Блейда своим лучшим другом. Но Блейд хочет дружить с ребятами своего возраста. Королю любопытно, и он спрашивает, кто друзья Блейда. Блейд упоминает, что в последнее время он сблизился с Софи. Король не удивлен. Он уже ожидал, что Блейд ею заинтересуется. Они оба говорят, какая она сильная, но король утверждает, что она еще не до конца сформировалась. Блейд в замешательстве, но король объясняет, что их целью было сделать ее сильнее Блейда. Блейд злится и спрашивает, что это значит.
Король насмехается над ним за то, что он подружился с ней, не зная, что она была частью проекта по созданию искусственного великого героя. Блейд снова в замешательстве. Король объясняет, что если Блейд великий герой существует, то есть возможность создать искусственного великого героя, такого же, как он. Он говорит, что есть некая группа людей, которые использовали древние запрещенные знания, чтобы создать искусственного героя. Они взяли подопытного с наилучшими способностями и попытались искусственно пробудить в нем силы великого героя. Хуже того, они создали несколько клонов Софи для этого эксперимента и используют их для новых опытов и корректировок. Блейд не понимает, что такое клоны, потому что думал, что они имеют в виду Софи. Король говорит, что настоящее имя Софи – Софиша Фемта. Фемта означает 12. Это значит, что она 12-й клон Софиши. Глаза Блейда расширяются от удивления. Он не может поверить в это. Король продолжает, что с настоящей Софишей обращались как с объектом для экспериментов. Блейд в гневе вскакивает, но король объясняет, что он не был в этом замешан. К тому же он уничтожил эту организацию. Блейд успокаивается, но король говорит, что когда он встретил Софи, он забрал ее и сказал, что она свободна. Но она спросила, было ли это приказом. С тех пор ничего не изменилось. Блейд возвращается и винит себя, потому что Софи лишили нормальной жизни, потому что они хотели создать великого героя. Но теперь он решил вернуть ей нормальную жизнь. Проблема в том, что он тоже не знает, что такое нормальная жизнь. Он идет в лазарет поговорить со своим другом-медиком, которому больше интересно посмотреть на его тело. Он спрашивает, что значит нормальный и что нормально для ребенка его возраста. Она рада, что ему интересно, и готова рассказать ему все о юношеской энергии. Я рад, что неправильно понял ее слова, потому что иначе я бы не смог. Он подходит к Леонарду и спрашивает, что значит молодость и что это подразумевает. Леонард тоже не понимает и отвечает, что это значит любовь. Блейд убегает и спрашивает своих коллег, что такое любовь и что они делают, когда влюблены. Один из них отвечает, что любовь – это когда люди ходят на свидание. Как вы уже догадались, настало время для следующей жертвы. Он заходит в комнату Эрнест и спрашивает про свидание. Она неправильно понимает ситуацию. Но из-за настойчивости Блейда она отвечает, что это когда люди проводят время наедине. Они разговаривают, гуляют и ходят по магазинам. Но хоть она и стесняется, она говорит, что им еще рано идти на свидание. Блейд уходит, сказав, что он пойдет на свидание. Конечно, Эрнест хочет знать, кто та девушка, которая увела ее место. В поисках Софи Блейд заходит в женский туалет и приглашает Софи на свидание. Она спрашивает, это приказ. Он отвечает, что это важно. Она улыбается и соглашается. Конечно, девушки, включая Эрнест, решают проследить за ними и рассказать, что произошло. Девушки все еще называют Эрнест императрицей, и она говорит им, чтобы они просто называли ее Эрнест. Девушки отказываются, но Эрнест объясняет, что их подруги объединились с одной целью – следить за Блейдом и не дать ему сделать что-то глупое. Интересно, что она имеет в виду. Софи приходит на место встречи вовремя и говорит Блейду, что не знает, что такое свидание. Блейд отвечает, что не волнуйся, он все спланировал. Конечно, его план больше похож на инструктаж перед заданием. Девочки считают, что это слишком подробно и похоже на свидание. Поэтому, когда он берет ее за руку и они начинают идти, Эрнест и девочки не одобряют это и в итоге теряют их из виду. Оказывается, Блейд планировал прогуляться по городу, поесть мороженого, посетить несколько мест, побегать и даже покормить рыбок. Затем они идут в игровой зал, чтобы поиграть в боксерскую игру. Эрнест и девочки очень ревнуют и хотят их остановить. Почему, спросите вы? Потому что они ломают автомат. Блейд становится немного романтичнее. Они должны одновременно пить из одного стакана через трубочку. Но так как это трудно, Софи просит его наклониться к ней. Внезапно Блейд отпрыгивает, когда их лица соприкасаются. Она спрашивает, что случилось, но он не понимает. Софи говорит, что не может допить напиток сама. Он отвечает, что понимает, но его сердце бьется быстрее, чем гоночный автомобиль. Они смущенно наклоняются друг к другу, чтобы допить напиток, и Софи просит его наклониться ближе. Сердце Блейда готово выпрыгнуть из груди. Но Эрнест и девочки раздражены, потому что их не замечают, хотя они сидят всего в одном столе от них. У Эрнеста тоже сердце колотится от злости, когда он видит, как они сближаются. После прогулки они наконец-то чувствуют, что за ними кто-то следит. Они все еще не обращают на это внимания и продолжают свои дела. Блейд замечает, что они немного опаздывают. Софи говорит, что это ничего, и они пойдут коротким путем. И под этим я подразумеваю, что они будут карабкаться по зданиям, а потом прыгать между ними. Затем на свидании, сидя у фонтана, Софи рассказывает, что сегодня ей было весело. Затем она спрашивает, почему он решил пригласить ее на свидание. Он хочет сказать правду, но не может, поэтому отвечает, что это потому, что она его друг. Софи спрашивает, действительно ли они друзья, потому что у друзей не бывает секретов друг от друга. Блейд думает, что его поймали, но потом она говорит, что кое-чего ему не сказала. Она решает открыть ему, что она необычный человек.
Она объясняет всю историю с незавершенным испытуемым и показывает, какую силу она получила благодаря этому. Она говорит, что настоящий герой может изменить законы физики, но она не может контролировать эту силу. Она падает и говорит, что хотела увеличить вес своего тела в 1000 раз. Но так как она не может контролировать свою силу, она на самом деле увеличила ее в 10 000 раз. Она также показывает, что может остановить время, но может использовать силу героя только в течение 10 секунд. Выслушав всю ее историю, Блейд сказал ей, что у него тоже не будет от нее никаких секретов. Она хочет послушать ее, и Блейд рассказывает, что раньше его называли великим героем. Софи не отвечает, и Блейд объясняет, что он потерял свои способности. Поскольку она молчит, он спрашивает, знала ли она уже об этом. Она ответила, что не знала, но почувствовала, что от него исходит что-то знакомое. Он извиняется перед ней, потому что именно из-за него она стала объектом испытания этой проклятой силы и потеряла свою нормальную жизнь. Софи не понимает, что такое проклятие. Блейд объясняет, что сила героя — это проклятие. Он никогда не хотел быть великим героем. Но у него не было выбора, кроме как сражаться, потому что ему сказали, что он может использовать свою силу, чтобы спасать людей. Он начал сражаться с монстрами, когда ему было всего 3 года. Тогда-то его сила и пробудилась. Он стал сильным и несколько раз чуть не погиб. Но были люди, которых он не смог спасти. Люди злились на него, когда он не мог спасти их близких. Блейд начинает плакать, и Софи подбегает к нему, чтобы утешить. Она говорит, что даже если он не хочет быть героем, он все равно великий герой. Она рассказывает, что после того, как король спас ее, она отправилась в путешествие, чтобы узнать, кто она такая. Она упоминает все города, которые он спас, и всех людей, которых он спас. Он крепко обнимает ее, а она говорит, что он должен гордиться собой. Он отвечает, что это невозможно. Но Софи говорит, что она гордится тем, что участвовала в эксперименте по созданию искусственного героя, потому что хочет стать такой, как он. Услышав это, Блейд решает, что больше не будет вспоминать о своем прошлом. Они держатся за руки и обещают, что сохранят его настоящую личность в секрете. Блейд и его одноклассники обедают в столовой, когда Эрнест замечает, что у Блейда все лицо в еде. Софи любезно помогла ему вытереть лицо, и Эрнест начал ревновать. Приходят ее новые друзья и спрашивают, можно ли им присоединиться к ним. Они присоединяются, и одна из девушек спрашивает мнение Блейда об их нарядах. Блейд в замешательстве, но Эрнест перебивает его и поздравляет их с повышением в классе. Блейд все еще в замешательстве, а студенты говорят, что только ученики С-ранга могут свободно одеваться. Девушка снова спрашивает, что думает Блейд, но он считает, что она выглядит слишком холодно в этом наряде. Конечно, Леонард здесь, чтобы знакомиться с девушками, и старается изо всех сил. Эрнест говорит ему, чтобы он не высовывался, и спрашивает, знает ли Блейд о новостях. Король привезет в школу магического зверя, чтобы улучшить тренировки. Блейду все равно, что удивляет Эрнеста. Он говорит, что от старого короля придурка другого и не ожидал. Вдруг земля начинает трястись, и ученики в панике. Софи говорит Блейду, что нужно отвезти всех в укрытие, но он убегает с тарелкой в руке. Они находят дракона, и Блейд спрашивает, не магический ли это зверь. Блейд медленно подходит к дракону, и тот, увидев его, приближается. Эрнест приготовился к бою, но Софи остановила его. Затем Блейд внезапно подпрыгивает в воздух и сбивает дракона с ног одним ударом, приказывая ему сесть. Эрнест не понимает, что происходит. Как Блейд справился с драконом одним ударом? Он отвечает, что дракон еще маленький и, должно быть, испугался, когда его сюда притащили. Он спрашивает, не голоден ли дракон, и бросает ему в пасть свою тарелку. Но дракону слишком остро, и Блейд смеется. Ученики были поражены способностью Блейда усмирить дракона одним ударом. Блейд попытался преуменьшить это, сказав, что это нормально и каждый может так сделать. Ему никто не поверил. Он говорит, что это не великий дракон и не древний, а просто маленький дракон. Все отступают, испугавшись его, когда дракон внезапно начинает светиться. Эрнест говорит Блейду посмотреть назад, где он видит маленькую девочку. Она прыгает на него и называет папой, но Блейд не понимает. Она говорит, что искала его и теперь хочет поиграть. Блейд отвечает, что он не ее отец, но позже поможет ей найти родителей. Затем он спрашивает Эрнеста, куда делся дракон. Она пытается объяснить, что дракон превратился в маленькую девочку, но он говорит, что это невозможно. Несмотря на попытки Блейда убедить ее в обратном, девочка продолжала настаивать, что он ее отец. Эрнест объяснил, что дракон превратился в девочку, и Софи подтвердила это, наконец убедив Блейда. Девочка прыгнула на него, и он спросил, почему она называет его папой. Она проигнорировала его вопрос, сказав, что он здорово дерется и что она не ожидала меньшего от своего отца. Она прижалась к нему и попросила поиграть, и Блейд не знал, что делать. Они решили, что Блейд будет заботиться о ней, чтобы она не натворила глупостей. Пока Блейд купал девочку, которую он назвал Ку, она спросила, почему он дал ей такое имя, и Блейд объяснил, что выбрал его в честь сильного рыцаря, который всегда держал слово. Это понравилось Ку. Драконы тоже держат слово, даже если это стоит им жизни. Эрнест смутился, увидев его грудь, и спросил, узнала ли она что-нибудь о девочке. Она сказала, что магические существа, такие как драконы, ищут силу.
Когда они побеждены, их плоть разлагается, но они оставляют частичку своей души со своими знаниями. Эта частичка может воплотиться в другом существе и принять облик того, кто их победил. Короче говоря, Блейд пришел к выводу, что дракон может принять человеческий облик, если его победит человек. Эрнест объяснил, что это редкость, потому что большинство людей не могут победить дракона. Блейд понимает, что она говорит о его силе, и задается вопросом, не был ли Ку побежден человеком в прошлой жизни. Эрнест понимает, что Блейд решил назвать дракона. Девушка представилась, сказав, что ей нравится ее имя. Эрнест видит, что Блейд принимает душ вместе с Ку и бьет его по лицу, называя извращенцем. На следующий день Эрнест все еще злился, особенно потому, что Ку сидел на коленях у Блейда. Ку попросил его покормить ее, и Блейд это сделал. Ку сказала, что может сама себя покормить, но когда ее кормит Блейд, это вкуснее. Клэр считает Ку милой и пытается ее покормить. Но Ку становится агрессивной, говоря, что не будет дружить со слабыми людьми. Блейд говорит Ку, что она напугала Клэр, но Ку отвечает, что он должен обращать внимание только на нее, свою дочь. Она говорит, что он должен поцеловать ее утром, и она должна сидеть у него на коленях, когда он будет ее кормить, на что он соглашается. Все девочки в шоке и спрашивают, целует ли Блейд ее по утрам. Он говорит, что никогда этого не делал. Ку говорит, что Блейд все время пялится на взрослых девушек, что, по ее мнению, неприемлемо. Девочки воспринимают это всерьез и начинают его дразнить, а парни подставляют его. Они утверждают, что он виноват, и наказывают его, оставляя одного во время тренировок. Эрнест посоветовал одноклассникам не переживать за него. Блейд замечает проходящую мимо Ку и спрашивает, не хочет ли она с ним потренироваться. Она с радостью соглашается, говоря, что ей не нужно тренироваться, но раз он попросил, она покажет свою силу. Группе, которая только что присоединилась к их классу, сказали тренироваться вместе с Блейдом. Джессика сказала, что хочет стать шпионкой, и спросила, кто может ее научить. Блейд порекомендовал Софию. Но Ку почувствовал, что Блейд его игнорирует, и ушел. Он пытался дозвониться до нее, но она уже ушла. Ку бродила по школе и заметила, что там тренируется группа учеников. Они спросили, не хочет ли она присоединиться к ним и подружиться. Но Ку ответила, что они слишком слабые, чтобы с ней сражаться. Она убежала и столкнулась с Блейдом. Он заметил, что она расстроена, и спросил, в чем дело. Она отмахнулась и сказала, что голодна. Он сказал, что они собираются поесть карри. Она обняла его и сказала, что он слишком хорошо ее знает. После ужина Блейд увидел, что Ку заснула. Он дотронулся до ее лица, и она схватила его за палец. Эрнест постучал в дверь, и они вышли. Он объяснил ей, что родители драконов мучают их при рождении. Они делают это только потому, что ребенок узнает своих родителей только по силе. Эрнест спрашивает, не поэтому ли Ку так себя ведет. Он отвечает, что Ку была одна с самого рождения. Эрнест говорит ему, что он не может больше притворяться отцом Ку. Блейд соглашается, но боится, что Ку останется совсем одна в этом мире. Он спрашивает, знает ли Эрнест, как это больно быть одному. Тогда она понимает, что он пытается сказать, и теперь знает, что Блейд серьезно настроен заботиться о Ку. Она спрашивает, успокоилась ли София, и говорит, что все слышала. Эрнест и София беспокоились о нем, и Блейд говорит, что с Ку все в порядке. Девушка отворачивается, чтобы избежать скандальных слухов. Но когда Блейд входит в свою комнату, он замечает, что Ку там нет. Он поднимается на крышу и спрашивает ее, что случилось. Ку отвечает, что, глядя на Луну, она успокаивается. Она видит в них олицетворение родителей и ребенка. Блейд понимает, что происходит, и спрашивает, не хочет ли она завести друзей. Ку говорит, что он ошибается, потому что драконы сильнее людей как физически, так и умственно. У драконов не было дружеских отношений, и они живут и умирают в одиночестве. Ей не нужны друзья, ей нужен только ее родитель Блейд. Блейд обыгрывает ситуацию и говорит, что она действительно сильная. На следующий день Блейд попытался заставить короля посидеть с Ку, но все пошло не так, как планировалось. Король напугал Ку, и она убежала, оставив Блейда расстроенным выходками короля. Блейд вернулся в свою комнату и услышал голос Ку. Он заглянул внутрь и увидел, как она играет с игрушками и разыгрывает с ними драму. Он заметил, что каждая игрушка имитирует личность одного из его друзей. В пьесе кузен Блейд изображена так, будто она ищет дружбу у всех ради себя самой. Затем она начинает упоминать имена студентов, с которыми Блейд никогда не разговаривал. Он понимает, что это другие студенты, мимо которых они проходили во время прогулки. Затем игрушка по имени Блейд упоминает, что его дочери удалось завести 108 друзей. Блейд понимает, что Ку хочет иметь друзей, но утверждает, что у нее их нет. Он уходит, разочарованный тем, что никогда этого не замечал. Эрнест подошел к нему и предложил помощь в поисках Ку, но она была ошеломлена, когда Блейд начал несколько раз биться головой о стену. Она остановила его и спросила, что случилось. Блейд объяснил, что Ку было сложно заводить друзей,
потому что драконы не воспринимали более слабых существ как равных. Чтобы стать друзьями Ку, им нужно победить ее в бою. Он чувствовал, что не в силах помочь Ку найти друзей, которых она хотела. Эрнест убеждал Блейда положиться на нее и других, вместо того, чтобы пытаться справиться совсем в одиночку. Они отправились к ученикам из низших классов и попросили их помочь в бою. Блейд рассказала Ку, объяснил, что она хочет подружиться с ними и попросил их помочь победить ее. Но ученики знали, что не смогут победить дракона. Блейд умолял их на коленях стать друзьями Ку, и Эрнест повторял его действия. Остальные ученики из класса С тоже пришли и умоляли на коленях. Они хотят, чтобы у Ку наконец появились друзья. Ученики не могли поверить своим глазам и в итоге согласились. На следующий день все ждали Ку на арене. Она пришла в своем драконьем обличье и заметила, что король наблюдает издалека, наслаждаясь зрелищем. Секретарь спрашивает, признает ли дракон поражение, если его одолеет большая группа. Но король считает, что признает, потому что драконы знают, что люди действуют сообща. Король расстроился, потому что Блейд не будет участвовать в бою. Но Блейд почти сказал Ку, что ничего страшного, если она поджарит короля до хрустящей корочки. Затем он погладил ее по голове и сказал, что она не могла сражаться, когда ее поймали, потому что была в ловушке. Но на этот раз ловушек нет. Она может показать всем свою силу. Она выдыхает огонь, и все готовятся к битве. Но, конечно, ученики убегают, когда Ку использует свое огненное дыхание и хвост. Эрнест бьет Ку сломанным мечом и кричит на учеников, чтобы они вспомнили их план. Каким-то образом они приходят в себя и действуют по плану. Они окружают Ку со всех сторон и уклоняются от атаки хвостом. Ну, некоторые уклоняются. Это дает отряду дальнего боя шанс атаковать. Блейд воодушевлен, потому что план, кажется, работает. Пока король мусор развлекается, Эрнест приказывает отряду дальнего боя атаковать, когда остальные отступят. Студенты объединяют свои атаки, чтобы поразить Ку со всех сторон. Секретарь короля или кто она там, впечатлена студентами, которые атакуют с неожиданных направлений. Король думает, что они хорошо работают вместе, но есть проблема. Обычные атаки не могут нанести урон кровавому дракону. Блейд начинает волноваться, но Ку не сдерживается. Некоторые студенты уже звонят в 911, а другие готовят гроб. Ку использует огонь и одновременно превращается в Халка. Король думает, что Блейд чего-то ждет, но говорит, что битва закончится раньше. Ку атакует группу огнем, но они уклоняются. Блейд кричит, что это их шанс. Софи пользуется этим шансом, чтобы подбежать и ударить Ку, а Эрнест использует свой магический меч, чтобы атаковать огнем. Король впечатлен, говорит, что они наконец нанесли урон, но план Блейда все равно провалился. Но Блейд говорит, что этого достаточно, потому что Ку перестала обращать внимание на окружение. Пол внезапно проламывается, и Ку оказывается прижатой к полу. Король не понимает. Он думал, что они сражаются честно. Блейд говорит, что они сражаются честно, потому что ловушка была установлена во время битвы, а не до нее. Оказывается, это Леонард вырыл яму после начала битвы. Король понимает, что студенты тянули время, но этого все равно недостаточно для победы. Блейд уже знает это и говорит, что настоящая битва вот-вот начнется. Студенты бросаются в атаку, а Ку пытается остановить их, выдыхая огонь. Эрнест снова использует свой меч, но меч поначалу отказывается, потому что слабеет. Она называет Блейда слабаком и снова использует огонь, чтобы атаковать Ку. Леонард наконец вступает в бой. Но чешуя Ку настолько прочная, что его отбрасывает назад. Но этот парень не успевает сориентироваться. Он буквально пытается флиртовать с Эрнестом, говоря, что каждый день пробегает по 10 миль, как она и просила. Эрнест этого даже не помнит. Забудь об этом парне. Ку взлетает, чтобы избежать этой ситуации. Эрнест снова атакует, чтобы заставить Ку спуститься, а Софи бьет его своим навыком, который позволяет ей управлять гравитацией, чтобы прижать Ку к земле. Король снова приходит в ярость, и Блейд кричит, что сейчас самое время. Все ужасно устали, и Эрнест жалуется, что заставляет их работать. Она призывает меч отдать ей всю свою силу, но меч дрожит, потому что больше не может. Но Эрнесту все равно, и меч начинает отдавать ей всю свою силу. Король впечатлен, потому что не знал, что в их школе есть способный ученик. Но Блейд объясняет, что это не только сила Эрнеста. Он говорит, что большинство людей слабы, как муравьи, но каждый ученик может поделиться своей силой с Эрнестом, чтобы увеличить его силу. Все студенты говорят, что хотят подружиться с Ку и просят Эрнеста побить его. После того, как она собрала всю свою силу, Эрнест атакует Ку, и происходит мощный взрыв. Тем временем Блейд говорит Ку, чтобы тот хорошенько посмотрел, потому что это и есть сила людей. Ку возвращается в человеческий облик и выглядит так, будто не только устала, но и получила психологическую травму. Она подавлена, потому что проиграла, но Блейд подходит и гладит ее по голове, успокаивая. Она извиняется за то, что разочаровала его своим поражением. Она думает, что он бросит ее за слабость, как это делают драконы. Но Блейд говорит, что не бросит ее, и поправляет ее.
ее. Она не слабая, она проиграла только потому, что люди оказались сильнее. Следуя его указаниям, она смиряется с поражением, и Блейд спрашивает, может ли она подружиться со всеми. Она признается, что если они будут настаивать, то она станет их другом. Но Блейд бьет ее по голове, и она застенчиво просит всех стать ее друзьями. Все улыбаются и соглашаются. Позже секретарь спрашивает короля, что он задумал. Он просто отвечает, что хочет, чтобы его ученики выросли. Но после этой демонстрации он хочет ввести новый метод обучения. По сути, он создал магию виртуальной реальности, которую вы все так любите, науку. И теперь он пытается внедрить ее в школу. После того боя все стали близкими друзьями с Ку. Теперь она сидит у всех на коленях, и Клэр пытается ее накормить. Конечно, эти двое вместе выглядят странно. Во время еды Блейд замечает кое-что и спрашивает Эрнеста, не изменилось ли что-то в ней. Вы поймете, какую ошибку он совершил, когда увидите ее. Все удивляются и пытаются его остановить, говоря, что он не должен этого говорить. Софи даже называет его подлецом, а остальные говорят, что она не изменилась. Что он имел в виду, когда сказал, что она равнодушна? Она была горячей штучкой, а теперь выглядит так, будто проглотила дракона Ку. Леонард пытается быть хорошим парнем, но Блейд — это Блейд. Он называет ее трехбуквенным словом. Эрнест начинает злиться. Ну, я думаю, это было не то трехбуквенное слово. Наверное, он назвал ее китом. Она больше не может этого выносить и убегает, плача. Должен сказать, это было настоящее землетрясение. Все обвиняют Блейда, но он не понимает, что происходит, потому что у него нет здравого смысла. Блейд впадает в депрессию на несколько дней, потому что Эрнест не выходит из комнаты. Ку пытается его утешить, но этого недостаточно. Девочки говорят, что Эрнест даже может перестать с ним дружить. Блейд в шоке, он хочет быть ее другом. Он спрашивает девочек, простит ли его Эрнест, если он извинится. Он пытается зайти к ней в комнату, но Клэр останавливает его. Она спрашивает, не знает ли Блейд, почему Эрнест злится на него. Честно говоря, если это не так, то даже я не знаю. Клэр говорит, что Блейд, скорее всего, разозлит Эрнеста еще больше. Девочки идут за ними. Они стучат в дверь Эрнеста и говорят, что Блейд пришел извиниться. Но ответа нет. Они взламывают замок и заходят в темную комнату Эрнеста. Они видят ее на полу, кажется, она плачет. Они спрашивают, все ли с ней в порядке, но Ку реагирует по-другому. Она говорит, что пирожные вкусные, и просит немного. Когда группа включает свет, они видят, что Эрнест съела 3 коробки пирожных. Она даже просит их не смотреть на нее. Представляете, какая наглость? Она говорит, что пирожные вкусные, и Блейд называет их виновниками. Эрнест объясняет, что она постоянно чувствует голод с тех пор, как они в последний раз поссорились с Ку. Похоже, она даже не подозревала, что раньше существовала такая вкусная выпечка. Блейда больше интересует то, что действительно важно. Он спрашивает, не хочет ли она сжечь немного калорий. Ладно, он не это сказал. Он спросил, остались ли они друзьями. Она отвечает, что не хотела, чтобы он видел ее такой. Честно говоря, я думаю, что никто не хотел бы. Поскольку все в порядке, Блейд говорит, что ему пора уходить. Клэр и Джессика останавливают его и говорят, что если он уйдет, то с Эрнестом будет покончено. Поэтому ему нужно сказать что-нибудь приятное, ну знаете, соврать. Он понимает и только усугубляет ситуацию, говоря Эрнесту, что это хорошо, что она наслаждается едой. Он безнадежен, и да, Сика просит Леонардо о помощи. Как и следовало ожидать, этот парень пытается флиртовать с Эрнестом, говоря, что он слишком беден, чтобы заплатить за ее ужин. Блейд учится у него и начинает флиртовать. Он хватает Эрнеста за плечо и спрашивает, может ли она справиться с этим сама. Он говорит ей, что она должна попросить их о помощи, они будут тренироваться с ней. Эрнест сдается и чувствует, что хочет откусить еще кусочек пончика. Единственная проблема в том, что Биг Мама больше не может нормально заниматься спортом. Она бегает с Блейдом и Ку, но сейчас, если они остановятся, то будут двигаться с той же скоростью, что и она. Они продолжают делать упражнения, Блейд и Ку пытаются ее мотивировать, но она слишком слаба. Что еще хуже, ее специальное диетическое питание – это буквально половина яйца, 2 кусочка брокколи и немного рыбы. Девушки вокруг нее едят не стесняясь и говорят ей, что нужно меньше есть. Она даже пытается сжечь немного жира в сауне, но больше не может. Когда она выходит, девушки уже готовы ее взвесить. Она ложится на весы и нажимает на кнопку. Оказывается, она не похудела, а набрала вес. Блейду интересно узнать результат, но девушки его опережают. Джессика говорит Эрнесту, что должно быть она нарастила мышцы во время тренировок, потому что именно это и произошло. Затем Клэр начинает приходить в голову правильные идеи, например, как повысить скорость метаболизма. Это наводит Эрнеста на мысль. Она просит помощи у Блейда, потому что хочет попробовать что-то радикальное. Она дает ему меч и объясняет, что им нужно использовать
использовать полигон, потому что он защищен магическим барьером. Она достает свой меч Асмодея и спрашивает, сможет ли Блейд похвалить ее, если она справится и немного похудеет. Блейд отвечает утвердительно, и она воодушевляется. Она говорит ему, что будет рассчитывать на него, если что-то случится, и он отвечает, что, конечно, будет. Затем она направляет всю свою силу в меч и приказывает ему поглотить ее тело. Меч окутывает ее огромным пламенем. Их друзья замечают огромный огонь и подходят, говоря, что они искали их. Джессика спрашивает, правда ли это, и Блейд говорит всем, что нужно верить в нее. Внезапно огонь гаснет, и тело Эрнеста снова становится стройным. Единственная проблема в том, что у нее появились рога и черные глаза, не говоря уже о том, что ее новое нижнее белье сделано из огня. Оказывается, Асмодей воспользовался этим шансом, чтобы завладеть ее телом, и теперь готов уничтожить мир. Но Эрнест снова поговорил с демоном и объяснил, что она отдала ему только жир, а не свое тело. Все ради диеты. Демон задумался и понял, что эта форма демона потребляет слишком много энергии. Чтобы поддерживать ее в течение часа, требуется 1 000 000 калорий, и Эрнест этому рад. Но потом у нее закружилась голова, и она упала в обморок от голода. Она вошла в режим зверя и даже отрастила хвост. Клэр сказала ей не терять человечности, но Эрнест бросился на нее с кулаками. Блейд шагнул вперед и использовал свой навык ветра, чтобы остановить огонь и вернуть Эрнеста в нормальное состояние. Позже она очнулась у него на руках, и он сказал, что она молодец. Они вернулись к обычной жизни, пока не пришли в комнату Эрнеста, потому что ее не было целый день. И оказалось, что она снова ест как свинья. Несколько дней спустя Блейд вернулся в детскую, чтобы его осмотрела врач. Она сказала, что он медленно восстанавливается, примерно на 30%. Он спросил, может ли он снова использовать свои силы героя, но она объяснила, что он умрет, если использует 30% своей полной силы. Он вышел из кабинета и пошел по школе, и услышал, как Клэр зовет его. Она хотела познакомить его со своей подругой Марией. Но Блейд прервал ее, потому что вспомнил, что она была частью магического отряда, когда студенты сражались с переворотом. Но, как вы уже догадались, Блейд очень внимательный человек. Он вспомнил, что Мария постоянно спотыкалась во время тренировок и направляла свои заклинания не туда. В общем, этот парень настоящий задира. Она принимает свою судьбу, говоря, что она неуклюжая, но Клэр упоминает, что у Марии есть к нему просьба. Оказывается, эта девушка хочет, чтобы Блейд ее убил. Ну, она объясняет, что она не человек и хочет, чтобы Блейд убил ее, если она вдруг потеряет контроль. Все удивлены. Но Блейд просто подтверждает, что она демон-рыцарь. Да, Блейд уже знал об этом. Она показывает свои заостренные уши и говорит, что внутри нее что-то еще. Нет, это не то, о чем вы подумали. Это просто магическое существо. Я думаю, это тоже не очень хорошо. Ну да, эта штука очень сильная, и ее чашка с британским чаем волшебным образом разбивается. Она взволнованно извиняется, говоря, что не может контролировать свою силу. Клэр пытается ее успокоить, но она объясняет, что теряет контроль с тех пор, как сразилась с Ку. Единственная проблема в том, что ей некуда идти, если ее выгонят из академии. Клэр объясняет, что они из одной школы и что родители Марии умерли. Поэтому Мария хочет разобраться со своими силами и найти место, где она будет чувствовать себя своей. Блейд соглашается по одной причине. Он хочет разобраться с ее внутренней штуковиной. Ладно, серьезно, у него тоже нет родителей. Софи и Куо присоединяются к ним, и они, вероятно, создадут клуб для детей-сирот. Но остальные тоже присоединяются, включая Эрнеста, который, как вы, наверное, заметили, снова стал стройным. Теперь все дети в Африке снова могут есть. Они собираются пойти на тренировочную площадку, установить барьер и все такое. Блейд хочет, чтобы Мария высвободила свою силу, чтобы научиться ее контролировать. Она отказывается, но он объясняет, что если Эрнест смог это сделать, то и она сможет. После того, как Эрнест ее немного подбодрил, она решает довериться Блейду. Сначала она роняет один браслет, и это уменьшает ее силу вдвое. Она действительно пробивает землю, пока не замечает, что есть еще 3 браслета и ожерелья, которые уменьшают ее силу на 10%. Эта девушка настоящий демон во плоти. Эрнест понимает, что они вляпались в серьезные неприятности и пытается ее остановить. Слишком поздно, сила Мари высвобождается, и она приходит в ярость, потому что кто-то выходит из портала. Блейд говорит ей, что им можно доверять, и она улыбается, прежде чем превратиться в суккуба, но оказывается, что это настоящий демон. Демон смеется и приказывает им встать на колени. Да, мамочка. Я имею в виду, что она празднует свое перерождение, потому что теперь она будет править миром. Софи спрашивает, правда ли это демон. Блейд говорит, что нет, но символ на ее голове говорит об обратном. Эрнест быстро достает свой демонический меч и превращается в демона, чтобы напасть на Мари. Но демон быстро расправляется с ним. Леонард выходит вперед, но его ждет та же участь. Софи решает запрыгнуть ей на спину и использовать гравитацию, чтобы сбить ее с ног. Аку использует огненное заклинание в своей драконьей форме. Софи падает без сил, израсходовав всю свою магию, чтобы сдержать демона, и Ку атакует. Но демон останавливает ее рукой, превращается в кристалл и отбрасывает его. Увидев, что все его товарищи пали, Блейд выхватывает меч и бросается на нее.
Демон удивлена, потому что он никогда не доставал свой меч, и спрашивает, не пытается ли он убить ее. Она думает, что он забавный парень, и говорит, что если он хочет драться, то пусть дерется серьезно, иначе она его убьет. Она использует заклинание ветра, чтобы отбросить его к барьеру, и говорит, что убьет его, если он не будет серьезен. Блейд знает, что еще не восстановился, но не может сдаться. Наконец он решает отнестись к этому серьезно, но она останавливает его атаки голыми руками. Он отступает, и она использует огненное заклинание, говоря, чтобы он не умер прямо сейчас. Он блокирует атаку мечом, но его клинок ломается. Эрнест встает, показывая, насколько она сильна. Она говорит ему использовать ее демонический меч, чтобы сразиться с повелителем демонов. Асмодей говорит, что не хочет этого делать, но раз Эрнест приказал, у него нет выбора. Повелитель демонов думает, что теперь будет интересный бой, но Блейду все равно. Его цель — закончить бой следующим ударом. Она насмехается над ним и говорит, чтобы он показал, на что способен. Блейд направляет свою силу, но Асмодей говорит ему остановиться, потому что он не выдержит его мощи. Конечно, Блейд игнорирует его и использует всю свою силу против повелителя демонов. Она блокирует удар барьером, думая, что это было слишком просто, пока не замечает, что ее заклинание разрушается. Она не может поверить своим глазам, и Блейд побеждает ее, используя всю свою силу. Он рад, что никто не погиб, но вскоре теряет сознание. Позже он просыпается в кабинете медсестры, где доктор обнимает его и называет идиотом. Несмотря на раны, он наслаждается жизнью. Она спрашивает, почему она всегда за него волнуется, и объясняет, что он на несколько секунд умер. Если бы она не пришла вовремя, он бы больше никогда не проснулся. Она называет его лжецом, потому что он обещал, что больше никогда не заставит ее плакать, но не сдержал обещания. Он извиняется и спрашивает о других. Доктор сообщает, что все они в порядке, и Клэр их лечит. Затем он спрашивает о Марии, которая тоже жива. Через день все возвращается на свои места. Но не все. Оказывается, Мария все еще в облике повелительницы демонов. Она приветствует Блейда как героя, но он пытается ее заткнуть. Теперь у нее есть что-то, что она может использовать против него в будущем, и Блейд говорит Марии, чтобы она прекратила. Она объясняет, что Мария — это другая личность, и Блейд спрашивает у повелительницы демонов, как ее зовут, но ей никогда не давали имени. Блейд решает спросить об этом у короля, который говорит, что знал, кто такая Мария. Он объясняет, что мать Марии была человеком, а ее отец — бывший повелитель демонов, которого победил Блейд. Дочь повелителя демонов быстро привыкла к новой жизни, особенно потому, что она утверждает, что она обычная девушка. Джессика жалуется, что хочет носить красивую одежду. Но дочь повелителя демонов просто флиртует с парнями. Студенты стали называть ее Мао, и она говорит, что однажды хочет сразиться с Блейдом. Она идет в класс, а Клэр беспокоится, что больше никогда не увидит Марию. Ночью Мао стучит в окно Блейда, пока Ку спит. Она хочет пригласить его на свидание и берет его на руки, чтобы взлететь. Она продолжает называть его могильным героем и упоминает, что Мария большую часть времени смотрела на Луну. Блейд спрашивает, сколько ей лет, и она отвечает, что осознала себя 5 лет назад. Блейд удивляется, потому что ей всего 5, но она объясняет, что магическим существам не важен возраст. Она ведет его на крышу, говоря, что леди не хочет, чтобы к ней относились как к ребенку. Блейд не понимает, что значит леди, и она говорит: «Неужели ты не видишь?» Как вы знаете, Блейд слишком глуп, чтобы понять. Ей становится грустно, потому что она привязалась к нему, но он этого не замечает. Она признается, что осталась в этой школе только из-за него. Он думал, что ей нравится учиться, и она это подтверждает. Но она говорит, что магическое существо всегда ищет силу. Она признается, что привязалась к нему, но не понимает почему, особенно потому, что чувствует, что он стал слабее за последние пару дней. Блейд говорит, что если он использует 15% своей силы, то умрет. Она отвечает, что сейчас он не заслуживает смерти от ее руки, но она не уйдет из школы, пока не убьет его. Она берет его за руку и говорит, что думала, что, возможно, любит его. Блейд удивлен, но она говорит, что это всего лишь предположение, и хочет проверить его. Она краснеет, держа его за руку, и спрашивает, хочет ли он быть ее партнером. Но Блейд слишком молод, глуп и невинен, чтобы понять, что это значит. Оказывается, она тоже не понимает, потому что ей всего 5. Блейд предлагает пойти на тренировочную площадку и сражаться друг с другом, пока они не устанут. Она отказывается из-за его состояния. К тому же она не может снять ожерелье, сдерживающее ее силу. Она объясняет, что сознание Марии все еще внутри нее и не дает ей снять ожерелье. Блейд спрашивает о Марии, и Мао говорит, что она прячется в самых дальних уголках ее разума. Мао упоминает, что сердце Марии наполнено мраком из-за ее прошлого. Люди боялись и издевались над ней, когда она была ребенком, и ей приходилось прятаться вместе с матерью, которая всегда верила, что ее муж вернется. Но Мария никогда не верила, что отец вернется.
В конце концов, ее мать умерла, и Мария начала сомневаться. Она думала, что отец никогда не любил ее мать и бросил их. Она думала, что причиной их страданий был повелитель демонов. Тогда и родилась Мао. Она стала спасением от боли, которую всегда чувствовала Мария. Мао говорит, что Мария, возможно, больше никогда не появится. Но она объясняет, что рассказала об этом Блейду, потому что он больше похож на демона, чем на человека, и ей это в нем нравится. Блейд называет это прошлым, и они возвращаются в свои комнаты. Через несколько дней они изучают ожерелье Мао и выясняют, что это не просто украшение. Мао говорит, что ожерелье ее сдерживает, и Блейд просит рассказать о нем побольше. И Лиза, которая проводит исследования, говорит, что это похоже на какое-то записывающее устройство. По сути, в этом ожерелье есть послание для Марии. Мао говорит, что Мария получила его от матери, но Элиза упоминает, что записанное сообщение может вернуть Марию и уничтожить повелителя демонов. Несмотря на все возможности, Мао решает послушать сообщение, потому что ей не безразлична Мария. И Лиза произносит заклинание, чтобы активировать запись, и Клэр говорит, что они могли бы подружиться, если бы Мария и Мао остались живы. Мао говорит, что те, кто останутся, станут их друзьями. И Лиза приказывает Мао открыть ожерелье, и на нем появляется изображение предыдущего повелителя демонов. Повелитель демонов сначала пытается извиниться за то, что бросил Марии и ее мать, потому что ему пришлось сражаться с великим героем. Он не хотел, чтобы они пошли за ним по пути, полному крови. Он бросил мать Мари, когда заметил, что она беременна. Он уже придумал имя для ребенка и приказал матери Мари сказать малышу, что он умер. Мао находит Мари в ее комнате и спрашивает, как долго она будет прятаться. Мари берет Мао за руку, и они слушают послание отца, в котором говорится, что он всегда будет любить Мари и ее мать. Мао начинает плакать, потому что не может контролировать свое тело, потому что Мари тоже плачет. Она говорит, что они с Мари борются за то, кто из них выживет, и что Мари вот-вот ее уничтожит. Мао просит остальных позвать Мари по имени, и они выполняют ее просьбу. Мао теряет сознание и падает на колени, а Мари снова берет контроль над телом. В итоге она вызывает Блейда на дуэль и превращается в Мао. Оказывается, им удалось найти способ сосуществовать, потому что Мари этого хотела. Но их бой получился странным. Кажется, Блейда больше интересует флирт с Мао, чем бой, несмотря на то, что ей всего 5 лет. После ужина Блейд и его друзья возвращаются в школу. По дороге они хотят купить вкусный пудинг, но на дороге стоит большая телега, которую они не могут объехать. Эрнест предлагает ей поехать по главной дороге. Внезапно Эрнест замечает, что эта леди не просто какая-то незнакомка, а кентавр. Блейд знает ее, и ее зовут Дион. Дион хочет назвать Блейда великим героем, но Блейд просит ее не делать этого, потому что это секрет. Эрнест спрашивает, знают ли они друг друга, и Блейд намекает, что они знакомы. Дион говорит, что знает Блейда уже много лет и старается не раскрывать секрет о том, что он герой. Затем Блейд спрашивает Дион, что у нее в тележке. Он говорит, что хотел бы помочь ей. Дион благодарна и спрашивает, не из его ли они команды. Блейд просто отвечает, что они его хорошие друзья. Вместе они помогают Дион перевести королевскую посылку. Когда они заканчивают, король дает Дион новое задание. Он говорит, что теперь она будет учительницей в школе Розвуда. Это удивляет Эрнеста, но король считает, что Дион отлично подходит на роль учителя. Он также намекает, что Блейд знает, какая она талантливая. Затем ученики из старших классов увидели, как Дион разбивает металлические блоки, называемые божественным железом. Дион использует свою особую силу, чтобы разбить эти блоки. Софи удивлена, потому что думала, что эти блоки нельзя разбить. Показав свои навыки, Дион говорит, что готова начать урок. Но Блейд предлагает сначала рассказать о себе. Дион представляется как Дион демоническое копье. Эрнест на мгновение задумывается. Он спрашивает, не та ли она знаменитая Дион из большой группы конных солдат. Все поражены, что такой опытный человек будет их учить. Эрнест спрашивает Дион, не знакома ли она с великим героем. Дион упоминает, что давным-давно встретил героя. Это заставляет Эрнеста задуматься, сколько же лет Диону. Чуть позже Эрнест и Блейд гуляют по городу. Внезапно Эрнест замечает что-то сверкающее, летящее над ними. Блейд не понимает, что это. Эрнест говорит ему, что это цимерк, особое существо, считающееся одним из 4 магических животных их страны. Они задаются вопросом, почему это существо оказалось в городе. Блейд говорит, что пока они его не беспокоят, цимерк не должен им мешать. Однако цимерк внезапно нападает на повозку. Блейд напоминает Эрнесту, что нужно сохранять спокойствие, но вскоре они замечают еще одного цимерга. Они оба догадываются, что эти два существа могут быть парой и, возможно, охотятся за чем-то в повозке. Блейд подозревает, что у короля могут быть ответы на этот странный вопрос. Затем история возвращается к Эрнесту, который спрашивает короля, не скрывает ли он что-то. Блейд рассказывает королю о цимергах и повозке, особенно о том, что Дион был рядом с одним из них. Эрнест хочет знать, что было такого особенного в содержимом повозки. Оказывается, король забрал яйцо цимергов.
Блейд считает, что именно поэтому существа рассержены. Помощник короля предлагает королю все прояснить, так как ситуация напряженная. Затем король объясняет, что для вылупления яйца цимерга нужны определенные условия. Во-первых, яйцо должно находиться на одном уровне с древним деревом, которому уже 10 лет. Во-вторых, когда оно будет готово к вылуплению, на него должно светить заходящее солнце. Он добавляет, что родители семерги не очень хорошо выбирают безопасные места для своих яиц, и что яйцо могло бы не вылупиться, если бы он его не забрал. Эрнест понимает, что король пытается преподать им урок. Король говорит, что это тренировочное упражнение для его учеников. Он добавляет, что яйцо семерга не вылупится, если они не помогут. Итак, героям нужно защитить яйцо до следующего утра, когда оно вылупится. Блейд рассказывает свой план. Они не собираются сражаться с родителями-семергами, но им нужно отвлечь их до заката. Они спрячут яйцо, а когда придет время, поднимут его на вершину высокой башни на лифте. Так яйцо вылупится в безопасности. Блейд призывает всех верить в себя, но если они сомневаются, он уверяет их, что верит в каждого. Когда они начинают действовать, они замечают, что семерги нападают на другую повозку. К счастью, люди в этом районе уже в безопасности. Леонард храбро пытается отбиться от семерга своим копьем, но существо уклоняется от него. Клею удается спасти Джессику от очередного нападения. Но когда Джессика пытается ответить, ее удары не причиняют вреда существу. Некоторые ученики пытаются поймать семерга с помощью прочных веревок, называемых божественным железом. Но он настолько силен, что улетает, разрушая здание. Тем временем Клэр помогает раненым и едва избегает нападения Симерга. Ку приходит на помощь, но она не может справиться с существом. Мария превращается в повелительницу демонов и пытается сразиться с Симергом, но безуспешно. Тем временем Эрнест активирует свой меч и вступает в бой с Симергом, который сопротивляется. Затем действие переносится на студентов, которые несут яйцо в башню. Но лифт, на котором они едут, застревает посередине. Заметив яйцо, Симерг приходит в ярость. Группа просит Блейда защитить яйцо, пока они разбираются с монстром. Блейд направляется к яйцу, но встречает Дион. Она предлагает подвести его на спине, чтобы он быстрее добрался до яйца. Хотя король запретил Дион помогать, она говорит, что подвести Блейда – это не совсем помощь. Блейд вспоминает совет своего друга доверять им и продолжать идти, что напоминает ему о старых временах. Дион успокаивает Блейда, говоря, что теперь он не один. Раньше Блейд сражался с повелителем демонов в одиночку, но теперь у него много друзей, включая Дион. Доставить яйцо на вершину башни оказывается непросто, потому что оно очень тяжелое. С помощью Дион они доносят яйцо до вершины, где их ждет король. Другой Симерг пытается схватить яйцо, но король останавливает его. Он говорит существу, что вернет ему долг за прошлую услугу. Король также упоминает, что однажды Симерг спас его, и теперь он может отплатить за эту доброту с помощью Блейда. Блейд жалеет, что король не рассказал ему эту историю раньше. Они замечают, что морское существо рассержено. Софи использует свои особые навыки, чтобы успокоить его, а Блейд пробует свой мощный прием «Пожиратель драконов». Но это не помогает, и Блейд с Софи падают. В этот момент яйцо существа открывается, и внутри оказываются два детеныша. Блейд недоумевает, почему маленькие существа так пристально смотрят на него, но Софи думает, что они видят в нем защитника. Эрнест удивлен и шутит, что теперь у Блейда большая семья. Чуть позже они вдвоем едут на маленьких существах. Эрнест немного нервничает, но Блейд советует ей просто наслаждаться поездкой, радуясь новым спутникам. Через неделю школа казалась темной и пустой. Блейд идет по коридору с мечом, обогренным кровью, и вспоминает всех, кого победил на своем пути. Он встречает Софи и говорит, что она всегда хотела сразиться с ним. Она спрашивает, сможет ли победить его, если не будет сдерживаться. Она активирует свою силу, чтобы остановить время, и наносит Блейду 3 удара. Но отступив, она замечает, что Блейд даже не двигается. Она удивляется, почему не смогла его победить. Блейд объясняет, что она может атаковать его несколько раз, но если ее удары не причиняют ему вреда. Затем он прижимает ее к стене и говорит, что использовал технику, чтобы на время увеличить свою силу. Поскольку она остановила время, техника действовала все это время. Блейд пронзает ее мечом в живот. Он спрашивает, почему он все еще делает это, хотя теперь он обычный человек. Он поднимается и кричит королю, чтобы тот прекратил это, потому что считает, что это все обман или трюк. Король появляется в виде голограммы и говорит, что это не обман. Это виртуальная реальность. Я тебя поймал, не так ли? Король очень доволен этой новой технологией и говорит Блейду, что тот может использовать свою настоящую силу, потому что никто не пострадает. Повелитель демонов и переворот устроили настоящее сражение друг с другом. Король также говорит, что это лучший способ обучения, который когда-либо был придуман. Его цель – улучшить навыки студентов с помощью этой технологии, потому что они могут сражаться до самой смерти в виртуальной реальности. Блейд называет это больной
шуткой и спрашивает, нет ли способа отличить виртуальное от реального. Он считает, что это слишком реалистично и думает, что некоторые люди могут вернуться в реальный мир, думая, что они все еще в виртуальной реальности. И эти люди могут убить своих друзей, думая, что это не по-настоящему. Король понимает, что это может стать проблемой, и нажимает на рычаг. Рычаг меняет фон на что-то вроде Алисы в «Стране чудес». Король говорит, что они могут продолжить сражаться в этой новой обстановке. Это настоящая королевская битва, где последний выживший получает право использовать виртуальную реальность по своему усмотрению. Да, наконец-то ты можешь пригласить девушку на свидание. Не имея выбора, Блейд решает закончить это как можно быстрее. Леонард убегает, радуясь, что наконец-то встретится с Эрнестом, но его разрезают пополам. Эта девушка превратилась в настоящего психопата в виртуальном мире и несколько раз ударяет Леонарда ножом. После того, как Лео исчезает, она оглядывается, пытаясь понять, где Блейд. Кстати, о нашем парне. Он просто ходит вокруг и смотрит, как Джессика и Клэр сражаются с двумя парнями. Парни радуются, потому что эти девушки никогда не побеждали их, когда они были в младших классах. Ну, это довольно простая задача. Девушки отказываются сдаваться, и Джессика спрашивает, почему парни не хотят проиграть им. Мальчишки смущаются, и ты знаешь, что у них на уме, а Джессика пользуется моментом и побеждает одного из них. Клэр тоже наносит удар другому, и они наконец одерживают свою первую победу над ними. Но есть проблема. Эрнест размахивает мечом, радуясь, что у него есть оружие. Она говорит, что убивать людей весело. Серьезно, во-первых, она не может контролировать свой вес, а теперь еще и свои психопатические наклонности. Она называет себя дурой за то, что сдерживалась все это время. Блейд вспоминает, что он обещал, что убьет ее, если она когда-нибудь сойдет с ума. Один взмах его меча уничтожает все вокруг. Эрнест бросается на него, но Блейд взмахивает мечом, создавая поток ветра, который останавливает ее. Через несколько секунд Блейд просыпается в реальном мире, и все ученики смотрят на него. Король смеется, говоря, что Блейд был последним, кто остался на ногах, как и ожидалось. Джессика и Клэр даже не понимают, что он сделал в конце, но по крайней мере они не почувствовали боли. Эрнест плачет, как маленькая девочка, потому что не может поверить, что она впала в психоз. Блейд даже насмехается над ней, говоря, что она смеялась как злодейка. Она кричит, чтобы он заткнулся, потому что он сильнее. Несмотря на его заявление о том, что он обычный, король продолжает смеяться, думая, что его блестящая идея дарит им радость молодости. Но Эрнест жалуется на проблемы, с которыми они столкнулись из-за этого. Король продолжает смеяться, как и ожидалось, он ненадежен. Блейд подходит к королю и начинает возиться с системой виртуальной реальности. Король говорит ему, что он может наслаждаться наградой, пока не заметит, что делает Блейд. Блейд вводит данные о свирепых демонах, создает ловушки на полу и все, что обычно бывает в апокалипсисе. Затем Блейд активирует систему, и король спрашивает, не слишком ли экстремальные настройки, но Блейд говорит, что все в порядке, и надевает королю на голову шлем виртуальной реальности. Затем он говорит помощнице короля, чтобы она заставляла его отвечать каждый раз, когда король умирает. Она соглашается и спрашивает, как долго должно длиться наказание короля, и Блейд говорит, что пусть оно длится до ночи. Студенты начинают расходиться. Кроме двух парней, которые сражались с Джессикой и Клэр. Они в полном унынии. Тем временем в виртуальном мире король не может поверить своим глазам, когда видит, что на него смотрят толпы демонов. Во время обеда Джессика и Клэр спрашивают парней, почему они в таком состоянии. Эрнест спрашивает, в чем дело, и Блейд объясняет, что они проиграли девушкам. Эрнест спрашивает, почему девушки победили. Блейд объясняет, что Клэр стала лучше, а Джессика выложилась на полную. Парни проиграли, потому что думали, что они сильнее, и пренебрегали тренировками. Ближе к ночи Блейд пытается их утешить, потому что они просто проиграли один раз. Они объясняют, что он их не понимает, потому что никогда раньше не проигрывал девушкам. На самом деле он вообще никогда не проигрывал. Они признаются, что не могут смириться с поражением, потому что не хотели проигрывать этим девушкам, потому что они им нравятся. Блейд не понимает истинного смысла этих слов и говорит, что они ему тоже нравятся. Парни в шоке, думая, что ему нравится Софи или Эрнест. Но потом они понимают, что он имел в виду, когда Блейд говорит, что ему нравятся все. Они пытаются объяснить Блейду, что такое любовь. Один из них влюблен в Клэр, а другой в Джессику. Один из них говорит, что ему нравится Клэр, потому что она выглядит невинной, но иногда бывает жестокой. А другой говорит, что ему нравится, как выглядит Джессика, и он все еще любит ее, несмотря на то, что она буквально говорит, что принадлежит улице. Двое парней залезают в окно, потому что, как вы знаете, она все слышала. И у нее есть решение. Им просто нужно стать сильнее, чтобы девушки смотрели на них снизу вверх. Она объясняет, что женщин привлекают сильные мужчины, поэтому им просто нужно тренироваться. Парни думают, что это логично, но не знают, как им стать сильнее. И тут Ку говорит, что им просто нужно, чтобы Блейд их тренировал. Тем временем
временем девушки наслаждаются вечером, угощая Эрнеста еще большим количеством пирожных. У этой девушки нет спасения, но их разговор переключается на других парней, которые не разговаривают с ними. Джессика не понимает, почему они так себя ведут, и Клэр предлагает им проиграть им в следующий раз. Но Софи и Эрнест думают, что это не сработает. Угадайте, кто вернулся. Это Ку, она снова залезла в окно. Она говорит девушкам, что мужчинам нравятся сильные женщины. И если девушки станут сильнее, парни будут от них без ума. Джессика и Клэр говорят, что им не интересны парни. Миссия провалена. Тогда Клэр предлагает Джессике пропустить тренировку, чтобы парни стали сильнее. Но Эрнест этого не допустит. Следующие несколько дней парни тренируются под присмотром Блейда. Кто-нибудь может объяснить, что это за чертовщина? После тренировки проходит еще одно соревнование в виртуальной реальности. Парни обещают, что если победят их, то признаются в своих чувствах. Их сразу же ставят против девушек, а Эрнест и Блейд выступают в роли судей. Джессика сразу же бросается в бой, а Клэр следует за ней. Парням удается отразить их атаки и перейти в наступление. Эрнесту любопытно, и он спрашивает, научил ли Блейд их использовать боевой дух. Но Блейд объясняет, что он просто помог им осознать, что они уже подсознательно им пользуются. Он просто научил их использовать стихии. Один из парней использует ветер против Джессики, а другой пытается атаковать. Но Джессика использует огонь, чтобы отразить атаку, и отбрасывает его Клэр, которая бьет его по лицу. Затем Джессика сосредотачивается на другом парне и использует лед, чтобы заморозить его, а затем атакует молнией. На этот раз парни признают поражение и обещают, что станут сильнее. Оказывается, все девушки научили Джессику и Клэр использовать стихии, потому что их тренировал Блейд. Эрнест очень волнуется, потому что ждет, что Блейд признается ей в любви. Но она не надеется, что он это сделает. Конечно, Блейд не понимает, что происходит. Клэр и ее друзья замечают андроида, и это привлекает всеобщее внимание. Заинтригованная Клэр не может удержаться и находит его очаровательным. Эрнест, заинтересовавшись, что же их так привлекло, подходит ближе. Софи вмешивается и говорит, что андроид здесь уже около недели. Когда Эрнест спрашивает, не ждет ли он кого-то, андроид показывает фотографию Блейда. Тем временем Блейд погружен в медитацию, когда Ку прерывает его. Он объясняет, что тренирует свой боевой дух, потому что может использовать только 15% своей полной силы. Он считает, что эта медитация поможет ему восстановить силы. В этот момент появляется Эрнест и его команда, а с ними андроид. Не раздумывая ни секунды, Блейд уничтожает его своей фирменной атакой «Пожиратель драконов». Эрнест в замешательстве спрашивает, почему Блейд так поступил, ведь андроид, похоже, искал его. Блейд объясняет, что этот андроид – страж и создан, чтобы выдерживать многократные разрушения. Он размышляет вслух, не специально ли андроид поднялся на поверхность, чтобы найти его. Словно в подтверждение его слов, андроид сканирует Эрнеста. На следующий день на арене появляется другой андроид. На этот раз он принимает облик девушки и говорит, что его новый вид создан, чтобы привлекать мужчин. Тогда Клэр понимает, что это тот же самый андроид, которого они видели раньше. Блейд реагирует мгновенно, когда андроид бросается на него. Он быстро побеждает его, используя свою фирменную атаку «Пожиратель драконов». Эрнест критикует Блейда за то, что он переборщил. Но Блейд успокаивает ее, говоря, что андроид скоро восстановится. И действительно, андроид быстро приходит в себя. Эрнест вмешивается, прежде чем Блейд успевает прикончить его. Она предполагает, что, возможно, андроид теперь в образе девушки просто хочет подружиться. Блейд отвергает эту идею, предупреждая, что стражи всегда доставляют проблемы, особенно если они выходят из-под контроля. Андроид объясняет свою миссию. Ей приказано уничтожить Блейда, и сейчас она собирает информацию. Клэр предлагает андроиду присоединиться к их занятиям. Андроид предупреждает Клэр, что она не должна мешать его миссии, иначе тоже будет уничтожена. Клэр замечает на одежде андроида надпись «Аяна» и решает называть его так. Андроид поправляет ее, говоря, что это не имя, а идентификационный номер. Не испугавшись, Клэр настаивает на том, чтобы называть ее Аяной, и предлагает вместе придумать стратегию, как победить Блейда. Аяна соглашается. Сцена меняется, и все собираются вместе, чтобы придумать, как победить Блейда. Любопытство берет верх. Группа спрашивает, почему Аяна так настроена победить его. Аяна рассказывает, что Блейд неоднократно вторгался в ее систему и повредил ее. Блейд оправдывается, говоря, что он просто зашел на территорию, которую охраняла Аяна, и у него даже был мастер-ключ для доступа. Аяна возражает, что его биометрические данные не совпали, и ключ оказался бесполезен. Когда Эрнест спрашивает подробности, Блейд объясняет, что он был в Королевской библиотеке запрещенных книг, чтобы узнать об Асмодее. Аяна вмешивается, говоря, что Блейд вторгался еще 13 раз, из-за чего Аяна была уничтожена 28 раз и получила строгий выговор от своей начальницы-матери. Блейд отвечает, что Аяна сама начала нападать, и у него не было выбора. Девочки называют Блейда безжалостным, и он уходит, Софи идет за ним следом.
Блейд признается Софи, что его вторжения были его обязанностью, частью его роли великого героя. Он оправдывает свою жестокость по отношению к Аяне тем, что такие стражи, как она, не умирают. Они сохраняют свои души в другом месте. Софи спрашивает, что бы он сделал, если бы уничтожение означало их смерть. Блейд задумывается над этим, признавая, что ему придется пересмотреть свои действия. Тем временем Элиза предполагает, что Блейд так жесток с Аяной именно потому, что ее невозможно уничтожить. Эрнест соглашается с этим, вспоминая ледяное поведение Блейда. Однажды он даже угрожал убить ее. Аяна предлагает сменить тему на более конструктивную. Воспользовавшись моментом, Лиза предлагает план, который она назвала «автономный комплекс». Идея в том, чтобы поместить душу Аяны прямо в ее ядро, сделав ее уязвимой для настоящей смерти. И Лиза предполагает, что это заставит Блейда задуматься, и он не станет снова безжалостно уничтожать Аяну. Затем мы видим, как Блейд и Аяна готовятся к бою на арене. Перед первым ударом Аяна сообщает Блейду, что она работает в автономном режиме и ее связь с матерью разорвана. Если ее уничтожить, она не сможет восстановиться. Блейд удивлен, ведь он думал, что у стражей души находится в другом месте. Аяна объясняет, что ее душа сейчас находится в самом ее ядре. Серьезное повреждение приведет к ее окончательной гибели. Битва начинается с того, что Аяна наносит безжалостные удары. Блейд пытается сопротивляться, но колеблется, зная, что Аяна теперь уязвима. Он разрывается между инстинктами бойца и моральными принципами, не желая использовать всю свою силу. Аяна пользуется его нерешительностью и продолжает атаковать. Она побеждает Блейда, замечая, что его характер не позволяет ему причинить вред невинной девушке. Аяна намекает, что именно из-за огромной силы Блейда он проиграл. Он просто не мог заставить себя ударить ее с меньшей силой. Блейд возражает, что она не оставила ему возможности использовать менее мощные приемы. Блейд признает поражение, и это шокирует всех студентов. Никто не может поверить, что Аяна смогла победить непобедимого Блейда. Затем сцена переносится в столовую, где Аяна не решается есть. Блейд, заметив ее нерешительность, спрашивает, может ли она есть. Аяна подтверждает, что она может есть и перерабатывать пищу в энергию. И Лиза, наблюдая за изменившимся поведением Аяны, спрашивает, не ослабла ли ее мотивация после победы над Блейдом. Аяна признается, что столкнулась с проблемой, которую не может решить в одиночку. Раньше она бы обратилась за советом к матери, своему начальнику. Слово «мать» вызывает у Ку любопытство. Белиза предполагает, что Аяна, должно быть, имеет в виду главный компьютер, который контролирует ее работу. Диана уточняет, что обычно после выполнения задания мать дает ей новые поручения. Но несмотря на то, что Аяна восстановила связь, теперь мать ее игнорирует. Аяна, которую признали неисправной за то, что она бросила свои обязанности и разорвала связь, оказалась в неприятной ситуации. Она борется с чувством незащищенности, потому что ее больше никто не контролирует. Она обращается к Блейду и спрашивает, может ли она называть его хозяином, но он категорически отказывается. Аяна делает еще одно шокирующее заявление. Если Блейд не согласится быть ее хозяином, счетчик самоуничтожения продолжит отсчитывать время. Она объясняет, что этот встроенный таймер – это защита, которая не позволяет ей действовать без контроля. Это откровение шокирует всех. После быстрых подсчетов Элиза понимает, что у них есть примерно 84 часа, прежде чем сработает механизм самоуничтожения Аяны. Блейд соглашается стать хозяином Аяны, если это остановит ее от самоуничтожения. Позже сцена меняется, и Аяна подает Блейду еду. Она странно одета, и Блейд спрашивает, почему она так выглядит. Аяна объясняет, что это старинная форма прислуги. Теперь, когда Блейд стал ее хозяином, Аяна ждет его указаний. Блейд признает, что ему удобно, когда Аяна ему прислуживает, но сожалеет о потере личной свободы. В этот момент входит Софи и обвиняет Аяну в том, что она копирует ее. Судя по ее бесстрастному выражению лица и покорной позе, она ждет указаний. Софи злится, что Блейд отдает приказы Аяне, а не ей. Она предлагает Аяне посоревноваться, чтобы узнать, кто больше заслуживает распоряжений Блейда. Блейд вмешивается, просит их не шуметь. Это заставляет Софи и Аяну задуматься, стоит ли воспринимать его просьбу как приказ. Затем Блейд замечает, что у Софи что-то изменилось. У нее на голове кошачьи ушки. Она объясняет, что это часть ее образа. В этот момент появляется Аяна в кроличьих ушках. Они понимают, что у них одинаковые идеи, и решают устроить соревнования по гляделкам. В итоге ничья, и они переходят к другому испытанию. Они устраивают поединок без оружия между Аяной и Софи. Несмотря на запрет использовать способности, Аяна и Софи не могут удержаться и тут же получают замечание от Блейда. Они не сдаются и весь день соревнуются, чтобы лучше ему угодить. Когда наступает ночь, они говорят, что хотят посмотреть, как Блейд спит. Они решают, что тот, кто лучше всех ему угодит, должен принести ему покой. Пока Блейд спит, девушки дежурят.
Софи предлагает Аяне отдохнуть, если она устала, но Аяна отказывается. Они признают, что еще не решили, кто победил, но Аяна говорит, что ей уже все равно. Раньше она была одинока, и единственным ее посетителем был Блейд. Софи рассказывает, что тоже была одинока, и ее ценили только как копию Блейда. Ее связь с миром стала крепче из-за Блейда. Аяна понимает, что Софи тоже стала ей дорога. Они обе признаются, что им нравится соревноваться друг с другом. Наблюдая за их дружбой, Блейд чувствует удовлетворение от того, что они так хорошо ладят. На следующий день все замечают, что Софи и Аяна подружились, и Аяна немного изменилась внешне. По команде Блейда Аяна показывает на дисплее обратный отчет. Хотя он все еще идет, скорость замедлилась. И Лиза считает, что у них осталось около 20 часов. Когда Блейд спрашивает Аяну, что она хочет сделать с оставшимся временем, она решает провести его с группой. Чтобы исполнить ее желание, они устраивают ей праздничную вечеринку. Софи подталкивает Аяну, чтобы та насладилась моментом, напоминая, что все это ради нее. Аяна наслаждается праздником. Но Эрнест не может перестать беспокоиться о таинственном исчезновении Блейда. Она ищет его, но нигде не может найти. В конце концов, вечеринка заканчивается, и Аяна заходит в барьер, чтобы подготовиться к предстоящему самоуничтожению. Она прощается со всеми, говоря, что не хочет умирать, и просит их помнить о ней. Как только обратный отсчет доходит до нуля, и все готовятся к взрыву, из-под земли появляется Блейд. Когда Эрнест спрашивает, где он был, Блейд объясняет, что он пошел на переговоры с матерью, и ему пришлось применить грубую силу, чтобы убедить ее. Аяна объявляет, что восстановила связь с матерью, и это останавливает программу самоуничтожения. Все облегченно вздыхают. Она обнимает Блейда и плачет. Сцена заканчивается. Очевидно, что Аяна по-настоящему счастлива. Несколько дней спустя в Академии решили устроить большое мероприятие. Полномасштабную королевскую битву, в которой студенты должны показать результаты своих тренировок. Проблема в том, что Блейд легко выиграл. Я имею в виду, что Леонард все еще в игре, но давайте будем реалистами. Неважно. Все болеют за него, в основном потому, что их побил Блейд. Честно говоря, Леонарду нужно 50 лет, чтобы зарядить свой навык, и это время он тратит на то, чтобы подготовиться к бою с Блейдом, который даже не подозревает, что он все еще жив. Она даже удивляется, как он до сих пор не умер. Наконец, его навык заряжается, и он бросается на Блейда, который просто телепортируется за спину Леонарда, заставляя его упасть и проиграть. Все расходятся, говоря, что от Леонарда они меньшего и не ожидали. Парень лежит на полу, думая, что ему не нужны остальные, ведь у него есть Блейд. Кстати, о нем вот и он, довольный, что пришло время поесть. Парень буквально рассыпается на кусочки. К ночи Леонард понимает, насколько силен Блейд. Но он задается вопросом, заметит ли его Блейд, если он победит его, и решает починить свое оружие. На следующий день он сидит на скамейке, как типичный бездельник. Но тут появляется Мария и спрашивает, не хочет ли он победить Блейда. Он говорит, что она не понимает. Но она говорит, что не хочет быть позади Блейда, она хочет быть рядом с ним. Она думает, что проиграть Блейду это обидно, хотя она никогда с ним не сражалась. Но она клянется, что однажды станет достаточно сильной, чтобы быть рядом с ним. Леонард спрашивает, любит ли она его. Она нервно отмахивается и цитирует слова повелителя демонов: «Я убью его». Леонард спрашивает, хочет ли она убить Блейда. Его настроение быстро возвращается в норму, и он даже воодушевляется. Мария говорит, что знает, что Леонард постоянно сравнивает себя с Блейдом, и поэтому она не хочет, чтобы он перестал пытаться стать соперником Блейда. Она извиняется за свою эгоистичную идею. Но теперь Леонард полон решимости победить Блейда, просто потому, что он хочет, чтобы его заметили. Мария говорит, что будет болеть за него, но тут их прерывает Элиза. Она называет их глупыми, потому что они идеалисты, притворяющиеся друзьями. Я имею в виду, что на самом деле они не смогут победить Блейда, но она предлагает, что с ее помощью они смогут найти способ победить его. Теперь Мария одержима демоном, и ей эта идея кажется интересной. У Элизы есть реалистичный план, как победить Блейда, и они решают созвать всех на собрание. Леонард объясняет всем, что они должны найти способ подавить и превзойти такого, как Блейд. Но Эрнеста больше интересует, какого черта Леонард стал их председателем. Элиза даже не понимает, зачем Эрнест здесь. Но у нее, как и у них, есть цель – победить Блейда хотя бы раз. Леонард продолжает свою пафосную речь о том, что они товарищи по оружию и все такое. Но Эрнест ничего не понимает. Короче говоря, у всех есть мотив победить Блейда.
Кроме Софи. Я думаю, она просто хочет, чтобы Блейд был счастлив. Затем Леонард спрашивает, есть ли у кого-нибудь план. Но они все бесстыжие, например, напасть на него во сне, отравить. Эрнест считает это трусостью, но Элиза возражает, говоря, что Блейд тоже трус, просто потому что он такой сильный. Большинство соглашается. Элиза объясняет, что Блейд, как Годзилла, высшее существо, с которым они, люди, пытаются справиться, поэтому для них нормально использовать любые методы. Эрнест хочет сразиться с ним честно, потому что он использует только свой меч. Она спрашивает, не могли бы они бросить ему вызов с помощью оружия, с которым он слаб. Но Клэр не понимает, чем это отличается от попытки отравить его или напасть на него во сне. А поскольку Леонард такой болван, он решает последовать за Эрнестом и говорит, что они должны сразиться с Блейдом, используя любые методы, которые сочтут нужными. Короче говоря, он решает, что все они должны пообещать сделать все возможное, чтобы победить Блейда. Эрнест решает сразиться с Блейдом копьем Леонарда, но Блейд просто отбрасывает его в сторону одним движением руки. Следующей идет Джессика. Она решает напасть на него, пока он спит. Но Аяна защищает своего хозяина и превращает Джессику в барбекю. Джессика, хоть Аяна и была на их стороне, просто действовала автоматически. Леонард решает напасть следующим. Он во второй раз чинит свое копье и обещает, что превзойдет Блейда, но тот просто советует им сдаться. Леонард заряжает копье, но оно просто взрывается у него в руках. Да, этот придурок решил починить его изолентой. Мария решает напасть на него, пока он ест, и прыгает на него, как демон-повелитель. Он просто бросает в нее свой ботинок и побеждает. Софи сражается с ним боевыми искусствами, но Блейд просто отправляет ее в реальность. Клэр тоже пытается напасть на него со спины, пока он ест, но он просто сбивает ее с ног. Теперь очередь бесполезного парня. Я не знаю, как его зовут, это не важно. Их план — отвлечь Блейда, сказав ему посмотреть на девушку без одежды. Но Блейд такой, ну и что? Да, отсутствие интереса их и погубило. Ку тоже присоединяется, нападая на него, пока он ест, но он просто побеждает ее, накормив острой едой. Мария пытается снова, роняет несколько гантелей и притворяется, что падает. Но Блейд просто ловит их все. Эрнест пытается победить его в игре камень-ножницы-бумага. Она проигрывала каждый раз, даже на большой скорости. Они пробовали почти все, но все равно проигрывали. На следующем собрании группы Эрнест предлагает тянуть жребий. Они подтасуют его, чтобы Блейд проиграл. Но на самом деле они все так устали, что забыли, зачем это делают. Эрнест помнит. Но Леонард говорит, что цель не важна, важен сам процесс. Ей все равно, она хочет победить его. А Яна вдруг вспоминает, как Блейд признал поражение в их схватке. Они думают, что им тогда помогло, и хотят повторить это. Они использовали Аяну как заложницу, и теперь им нужно найти что-то, чтобы победить Блейда, взяв его в заложники. На следующий день, когда все были в классе, Блейд заметил, что Леонардо и еще двух парней нет. Девочки сказали, что они ушли по делам. Вдруг в класс ворвались трое парней в масках с мечами. Эрнест назвал их террористами, хотя было очевидно, что это те трое. Но Блейд не знает, что такое террорист. Софи объяснила ему, но он все равно ничего не понял. Парни схватили учительницу, которая была врачом Блейда, и попросили ее помочь. Они увели ее, а ученикам велели выйти. Блейд хотел пойти за ними, но Эрнест остановил его, сказав, что они взяли учительницу в заложницы. Блейд растерялся, а учительница подыграла, попросив его помочь ей. Конечно, девочки разозлились, что она так себя ведет, и тоже захотели быть заложницами. Блейд растерялся и не понимал, что происходит. Учительница решила уйти, потому что это была просто юношеская горячность. В конце концов, Эрнест становится заложником вместе с остальными и просит помощи у Блейда, который в свою очередь спрашивает у Ку, что, черт возьми, такое заложник. Но она не знает и говорит, что это не скоропортящийся продукт. Он пытается найти логику во всем происходящем, но у него не получается. Он думает, что они заберут Эрнеста и девушек, чтобы использовать их в качестве еды. Но он все еще ничего не понимает. Эрнест начинает оскорблять его, объясняя, что они в опасности, и девушки тоже начинают жаловаться. В конце концов, они все просят его о помощи. Глейд пытается сложить 1+1, но все равно ничего не понимает. Девушки продолжают просить о помощи, а парни говорят ему сдаться. Но Блейд просто называет их по именам и спрашивает, что они делают. Они в шоке, и когда он успел узнать, что это они? Блейд с самого начала знал, что это они. Они спрашивают его, как он узнал, и Блейд объясняет, что он понял это по их походке. Они бросают свои маски в Блейда, оскорбляя его. Блейд спрашивает, что они собираются делать, взяв девушку в заложники. Сначала они растеряны, но продолжают притворяться. Один из них говорит, что они будут использовать их в качестве нескоропортящегося продукта. Блейд говорит, что они должны съесть своих друзей. Девушки в замешательстве, потому что думают, что их план работает. Главная проблема в том, что парень вмешивается. В конце концов, он получает от девушек сильный удар. Они спрашивают, сдастся ли Блейд, но наш парень в замешательстве и спрашивает, почему. Леонард объясняет, что они знают, что он слаб перед заложниками,
потому что он признал поражение перед Аяной. Блейд говорит, что в прошлый раз это сработало, но в этот раз не сработает. Леонард пытается повысить уровень игры, приставив свой меч к шее Эрнеста. Они спрашивают, сдастся ли Леонард и что он будет делать. Он просто достает свой меч и использует одно из своих умений. Меч Леонарда не только разбивается, но и уничтожает одежду парня. Эрнест злится и решает использовать свою огненную магию, чтобы превратиться в Смодиуса и напасть на Леонарда. Все присоединяются к атаке, но в итоге они оба оказываются на полу. Леонард спрашивает, что это было, и Мария отвечает, что они притворялись террористами. Леонард смеется и говорит, что это была его первая игра в такую выдуманную игру, и спрашивает, как он справился, потому что не знает правил. Все хвалят его и спрашивают, появятся ли террористы завтра снова.